Кристина, мы с тобой в Переделкино. Ты очень давно хотела меня сюда привезти, и вот мы здесь. Я рада, что получилось наконец. Давай поговорим о том, почему мы решили снять этот фильм. Возможно, у нас с тобой будут разные версии, потому что человеческая память субъективна, и мы запоминаем те яркие моменты, которые близки каждому из нас. Как я помню эту историю. Мы познакомились с тобой уже больше 2 лет назад, и когда мы стали разговаривать о том, кто чем занимается, я тоже когда-то играла непрофессионально на виолончели, и мне было интересно, чем и как ты реализуешь свой талант не только в музыкальном плане, но и в неком гуманистическом плане. И когда мы стали это обсуждать, мне кажется, у нас практически сразу зародилась идея. Я помню даже, что это было в кафе, и мы сидели и болтали, и генерировали разные идеи, и вот появилось это, что мы можем соединить науку, которой занимаюсь я, и искусство, которым занимаешься ты, чтобы максимально доступно, широко донести очень простые идеи, близкие мне и моим коллегам, идеи того, как мы все, объединившись в единое целое, вне зависимости от профессии, от того, где мы находимся, чем занимаемся, мы можем совершенно точно изменить то, как сейчас получают помощь пациенты с одним из наиболее, наверное, страшных заболеваний, с которым сталкивается человечество, с онкологическими заболеваниями. И перевести их из некого разряда страшного заболевания, которого боятся очень многие, в разряд той медицинской проблемы, которую мы вместе с моими коллегами можем решать. Глава 1. Часть 1. Исторический аспект. Рак сопровождает человечество на протяжении всей его истории. Изучая останки людей разных эпох, ученые находят следы онкологических заболеваний не только у древнеегипетских фараонов, скифских царей и неандертальцев, но даже у предков Homo sapiens, австралопитеков. Вот опухоль кости древнего человека, остеосаркома, возрастом более 1,5 миллиона лет. Злокачественная опухоль похожа на краба или рака. Это впервые подметил Гиппократ. Поэтому он назвал опухоль карцинома, от греческого «краб». В переводе на латынь это «канцер», «рак». Гиппократ описал рак молочной железы и некоторые другие опухоли, но понять природу этой болезни не смог. Должны были пройти еще сотни лет наблюдений, исследований и экспериментов, чтобы ученые и врачи наконец начали разгадывать его природу. Существует много причин, из-за которых у человека развивается рак. Какая причина на сегодняшний день превалирует? Большинство людей всегда думают, что когда болезнь возникла, что она возникла от чего-то. И это очень удобный способ размышлений, потому что если она от чего-то возникла, значит, можно было бы этого избежать. И поэтому, когда возникает рак, то это я сталкивался с этим, сталкивался много раз, люди часто начинают думать, а что же мы делали не так? Ну так вот, этот вопрос в отношении рака в подавляющем большинстве случаев достаточно бессмыслен, потому что рак – это болезнь, возникающая спонтанно. Это игра вероятностей. Одной из основных причин развития рака, как это ни странно, являются случайные события в геноме, то есть события, которые мы не можем предсказать. И эти случайные события в некоторых случаях возникают само собой, и организм борется с ними. А в некоторых случаях же эти случайные события цикличны,
и накапливаются, как снежный ком, организм с ними не справляется. Each cell, of which we have trillions, each cell contains 3 meters of DNA. And that DNA needs, under appropriate circumstances, to replicate itself, to make a copy. Well, if you think about 3 meters of DNA in every cell, trying to make a copy of it, of course there are going to be mistakes made. It's impossible. Even the most precise machine in the world, with the most precise computer, could never replicate the DNA correctly. And so, yes, mutations, I mean, we would call mistakes in the DNA, we would call them mutations. Mutations are made all the time, but probably most of them are not important. Minor spelling mistakes. Many of them occur in parts of the DNA that don't encode genes. Probably a lot of mistakes are fatal to the cell. So there's a mistake, but the cell dies. So getting cancer is a pretty rare event if you consider how many mistakes are being made all of the time. Okay, so imagine you do a Xerox of something and keep copying it over and over and over again, and the copies get worse and worse and worse. Well, when you do it digitally, that doesn't happen. You know, you can make digital copies. They don't seem to get worse. So in a sense, biology does digital copies, but mutations occur where a little thing has changed. One of the little chemicals in the DNA. So DNA, as you know, is a molecule that has a spiral, and it's made of thousands and thousands of what they call base pairs. Little ladders. The ladders are the base pairs, the little steps on the ladder. And if just one of them goes wrong, it causes a mutation. Sometimes that mutation doesn't have any effect. Sometimes it can be lethal. So what happens is just before the cell divides, there's these genes that look and say, is this DNA okay? And it's a checkpoint. And if it isn't, it tells the cell to commit suicide. And they just discovered this in the late 70s when I was studying cancer. And they realized that this mutated P53 gene allowed cells that had mutated to go ahead and divide. So basically, cancer is, when you look at it, it's a disease of cell division. What happens to a cancer cell is all cells in our body have a job. Every cell in our body has a job. It does something. There's skin cells. There's cells of the eye, the liver, the brain, the muscles. There's thousands of different cell types. Each one has a job. When it turns cancerous or mutates, it doesn't do its job anymore. And all it does is divide. That's its only job. It takes on the job of cell division because this checkpoint, this P53 checkpoint, and there are a lot of other checkpoints, by the way. First one was P53. It's not there anymore. It doesn't ask, is this cell okay? And it just lets the cell continue to divide and divide and divide, and that's how you get the tumor. Рак – это болезнь злокачественных клеток. Рак можно сравнить с ошибкой в клеточной партитуре, сбивающей здоровую клетку с гармоничного лада, что необратимо превращает ее в клетку смерти. Если рак во все времена сопровождал человека, то почему же именно сегодня мы видим все больше онкологических больных? В целом, по статистике, от где-то каждого третьего до каждого четвертого человека за свою жизнь встретится с онкологическим заболеванием. Поэтому если мы это мультиплицируем на наши семьи, на наших близких друзей, коллег, то мы понимаем, что у нас у всех среди нас находятся люди, которые страдают онкологическими заболеваниями. И это связано, на самом деле, с несколькими причинами. Несмотря на
многие бытующие мнения, которые обвиняют в том, что онкологических заболеваний становятся больше, различные факторы, на самом деле мы стали, во-первых, больше знать о онкологических заболеваниях, и мы научились лучше их диагностировать и лучше их выявлять. С каждым годом у врачей все больше и больше инструментария для того, чтобы понимать и различать у пациентов развитие злокачественных опухолей. У нас все больше возможностей выявлять их на ранних стадиях. Мы в некоторых случаях можем даже выявлять предраковые заболевания, и это очень важно для скрининга и профилактических мер. Поэтому, с одной стороны, мы стали лучше выявлять эти заболевания. С другой стороны, мы начали дольше жить. А, как известно, онкологические заболевания, собственно, это болезни, с которым, как некоторые мои коллеги говорят, что просто кто-то не доживает до своего онкологического заболевания, потому что действительно с возрастом мы видим увеличение частоты встречаемости злокачественных опухолей. И чем старше становится население, тем больше шанс, что у людей разовьется опухоль, злокачественная опухоль. Как выглядит сегодняшняя картина по сравнению с предыдущими веками? Понятие «рак» в его нынешнем представлении не существовало. Подавляющее большинство внутренних болезней, во-первых, не диагностировались, а во-вторых, люди не доживали до возраста, когда рак становился главной причиной смерти, потому что их убивал туберкулез, травмы, воспаления, другие инфекционные заболевания. И, собственно говоря, рак среди них составлял ничтожную долю. А если еще вычесть тех, которых мы не диагностировали, то вообще практически его и не будет. Если вы посмотрите литературу XIX века, вы не найдете ни одного примера кого-нибудь умершего от рака. Зато от чехотки умирают люди массово, что, соответственно, отражает эпидемиологическую ситуацию. В XIX веке только начали изучение. Первые были описания болезней, которые мы теперь понимаем, что это онкологические различные заболевания. Впервые описали многие процессы, которые заложили основу дальнейшего изучения. Например, в частности, стало понятно, что основой развития злокачественной опухоли является нарушение в клетке. И это стало основой для дальнейшего огромного спектра исследований, связанных с биологией рака. Поэтому говорить об онкологических заболеваниях в ранних периодах очень сложно. Мы это видим как скорее такие единичные находки, которые впоследствии есть даже целые интересные наблюдения, когда врачи смотрят на произведение искусства и пытаются поставить диагноз изображенным людям. Или у нас есть находки в рамках антропологических исследований, в которых казуистически обнаруживают, что была опухоль. В каких-то описаниях у древних врачей мы понимаем, что это было онкологическое заболевание. Но, безусловно, никакой статистики не велось. Мы не знаем, как развивались заболевания в то время. Безусловно, не было никакой терапии. И более того, люди умирали рано. Я напомню, что до 20 века, до 30-х, даже 40-х годов 20 века у нас не было антибиотиков. Соответственно, огромное количество людей погибало от инфекций и погибало в молодом возрасте. Итак, клетка живет, развивается в соответствии с программой, заложенной внутри нее. Дышит, питается, реагирует, приспосабливается, исполняет свою сольную партию по нотам, написанным природой. И именно с одной единственной поломки в геноме начинается процесс развития заболевания. Часть 2. Истории пациентов. Как вы узнали о своем заболевании? Well, I think it starts when I was making a film on the Big Island of Hawaii called Waterworld, and I don't know how anybody discovers cancer until it happens. I think it's either something that's part of you
It certainly is a part of your journey in life, and mine is, and I've thought about it a lot. The film itself was a very arduous film. It was an amazing amount of pressure to do something that was never going to be achieved again in the way that we did it. And part of that journey was the stress of the work. It was a year and a half of very stressful work. And at the end of that time, I was diagnosed with Hodgkin's disease through a biopsy in my neck, and needing to go through the chemotherapy and radiation for 9 months. Это был ноябрь 2018 года. Я только пробежал марафон в Королеве, космический, так и назывался, Space Marathon. И поставил себе цель закрыть в 2019 году полный Ironman. Ну, естественно, самое сложное в этой всей истории для меня — это плавание. Но я начал ходить на плавание, чтобы подтянуть, поставить технику. И уже буквально на 3-4 тренировке я понимаю, что у меня руки гребут, а ноги нет. Потом следующая тренировка ровно наоборот. И такое ощущение складывалось, что к 15:00 у меня батарейка просто разряжена, и у меня сил нет. Ну, я на тот момент не знал, я в футбол еще играл, и у меня был большой синяк на руке. И я не обращал внимания, что он как бы продолжительное время вообще не проходит. И 1 числа 2019 года я проснулся от того, что мне нечем дышать. Вот, и на тот момент, опять же, я не знал, что у меня упали тромбоциты. Вот, и у меня просто кровь уже сгустками налипала в нос. Вот, я открываю глаза, у меня вся подушка полностью, все красное. Вот, ну, 1 января все вытер. 8 числа я пошел в платную клинику, сдал кровь первый раз. 8 дней, получается, я терпел. И мне в 5 утра позвонили из КДЛ. Говорят: Артем, я как сейчас помню, я говорю: да, они меня разбудили. Ой, они, слава богу. Я говорю: что случилось? Срочно госпитализируйтесь, у вас скоро кровь вытечет. Мне так женщина прямо сказала. И я уже помню, что я ехал по фонарям впереди идущего автобуса. Вот у меня все плыло вообще в глазах. И мне на второй день, когда пункцию сделали, я уже начал подозревать, что что-то не так. А узнал я элементарно, спустя 3 дня после пункции прихожу к Надежде Ивановне, такая вот, врач. Говорю: а вы почему мне диагноз не говорите? Она говорит: а ты готова услышать? Я говорю: у меня рак, что ли? Она говорит: да. Но я же пошутил. И все. А я понял, что она не шутит. И я вот выхожу с ее кабинета, и у меня самая последняя палата была. Мне кажется, я в этот момент никогда в жизни не видел слезы такого размера. Ну, они просто на автомате. То есть, ну и все. Вот так вот я узнал свой диагноз. Мне вот потом сказали, что на подтверждение в Москву отправят. Ну, все подтвердилось. Все очень быстро у меня произошло. То есть не было такого, что там месяц не могли понять, что и так далее. Мне вот сразу леглось. Часть 3. Сколько? Рак стал болезнью, и, наверное, на нашем веку станет болезнью номер 1 с точки зрения шансов умереть от чего-то, обгоняя сердечно-сосудистые заболевания, в которых у нас очень большой прогресс в лечении. По той причине, что мы стали жить долго, мы стали
вылечиваться эффективно от других заболеваний, и мы отстаем в умении лечить рак, и совсем сильно отстаем в умении делать профилактику рака. Поэтому, если мы с чем-то боремся эффективно, а с чем-то нет, это что-то становится постепенно самым главным. Сколько же видов злокачественных опухолей существует? Мы уже говорили о том, что рак — это заболевание клеток. А в нашем организме находится более 200 типов клеток. По разным оценкам исследователей, существует более 100 разновидностей онкологических заболеваний. Но в жизни мы чаще всего сталкиваемся с несколькими наиболее распространенными видами. Тройку самых частых опухолей сейчас, если мы не берем гематологические заболевания и опухоли кожи, составляют колоректальный рак, это рак толстой и ободочной кишки, и в том числе прямой кишки, это рак молочной железы и рак легкого. Эта тройка изменится к 2036 году. Так, рак молочной железы выйдет на первое место, рак предстательной железы займет второе место, и колоректальный рак спустится на третье место. Каждый год врачи выявляют все больше новых случаев онкологических заболеваний, и смерти от них не только у нас в стране, но и во всем мире. Согласно данным, рост числа заболевших во всем мире каждый год будет увеличиваться. Такие же данные мы имеем и в Российской Федерации. К 2036 году число новых случаев болезни увеличится на 13%. Что же это значит? Нас ждет эпидемия рака? Есть ли на Земле райские места, где люди не болеют и не умирают от него? Национальная специфика. Национальные особенности существуют. Всем хорошо известно, что в регионах Азии первое место занимает рак желудка. Это связано со спецификой региона, со спецификой питания. В России рак желудка входит в топ-5, однако мы ожидаем, что в 2036 году заболеваемость раком желудка снизится, и он уйдет из пятерки самых частых опухолей. С чем же связано увеличение количества новых случаев рака в 2036 году? Первое – это рост населения. Согласно данным Росстата, есть несколько сценариев по увеличению населения в Российской Федерации. В своем исследовании мы принимали промежуточный сценарий, согласно которому население все-таки увеличивается. Второй случай – это старение населения. Продолжительность жизни увеличивается. Мы знаем, что рак – это болезнь пожилых. Увеличение продолжительности жизни влияет на дожитие до своих опухолей. Соответственно, это важный фактор. Ну и, наконец, социальные факторы. В частности, это социальное благополучие, как ни странно. В России уровень жизни растет, количество тучных людей увеличивается, соответственно, ожирение – это один из важнейших факторов развития рака. Растет число полных людей, растет число новых случаев заболевания. Это как один пример. Но есть и позитивные факторы, влияющие на сокращение числа заболевших. Например, рак легкого. Эта опухоль будет в топ-5, однако число новых случаев будет уменьшаться. И это связано с отказом от курения. Все же, все меньше и меньше людей курят, и это положительный тренд. Но есть и хорошая новость. Несмотря на то, что заболеваемость увеличивается, смертность от рака к 2036 году в России будет уменьшаться. И это существенный прогресс. Уменьшение смертности составит 20%. То есть на 20% через 15 лет пациентов будет умирать меньше, чем сейчас. Рак поддается воздействию и может отступать, если против него выступить всей мировой наукой и медициной, а также популяризацией здорового образа жизни и распространение профилактики. Глава 2. Часть 1. Истоки борьбы. Роль науки в поисках новых методов лечения трудно переоценить. Благодаря ее открытиям появляются новые методы лечения, в том числе и онкологических заболеваний, новые лекарства. Наиболее ранним из известных методов борьбы с онкологией в истории был хирургический. Существовала опухоль, которая подлежала удалению, после которого
Вся надежда врачей и пациентов была на то, что она не вернется. Но уже в 1898 году Мари и Пьер Кюри открыли новые элементы периодической системы – радий и полоний, обладающие радиоактивными свойствами. Примерно в то же время удалось выяснить, что излучения радия повреждают хромосомы в клетках. И уже через год радий впервые использовали, чтобы повредить раковые клетки. Так на свет появилась лучевая терапия. В принципе, изучение излучения началось в этот период достаточно активное. И мы все, наверное, знаем историю семьи Кюри и Мари Кюри, которая очень активно занималась изучением радиоактивности. Параллельно с этими исследованиями шло очень большое количество экспериментов, и получали мы много данных из разных лабораторий о влиянии излучения на разные процессы. В том числе со временем стало понятно, что излучение и может стать основой для терапии онкологических заболеваний. За это открытие в 1903 году они были удостоены Нобелевской премии. Основоположником же химиотерапии стал Пауль Эрлих, немецкий врач, иммунолог, бактериолог и химик. Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1908 года. Он предположил, что сильные яды могут убивать раковые клетки. Первые препараты для химиотерапии появились после Первой мировой войны. Это были производные отравляющего вещества иприта. Лекарственная терапия изначально была так называемой химиотерапией. Я думаю, для многих этот термин известен и, возможно, даже несколько страшен, потому что традиционно химиотерапию связывают с огромным количеством побочных эффектов, которые наблюдаются у пациентов, что и действительно имеет место. И изначально химиотерапия, как была разработана, это были те препараты, которые влияли на быстро делящиеся клетки. Дело в том, что опухоль представляет собой субстрат клеток злокачественных, и среди их основных характеристик является бесконтрольное деление и отсутствие механизмов, подавления механизмов, которые обеспечивают клеточную гибель. И, соответственно, быстро делящиеся, неконтролируемо делящиеся клетки можно убивать, в прямом смысле слова, химиотерапевтическими средствами, которые, собственно, и нацелены на, на механизмы быстрого деления. Но дело в том, что в организме человека есть разные клетки, быстро делящиеся, в том числе это клетки крови, клетки кожи. И, естественно, химиотерапевтическое воздействие не было направлено исключительно на опухоль. И при системном введении влияло не только на свою цель, на опухоль, но и на нормальные, здоровые клетки. И от этого возникали побочные эффекты. Каждый из перечисленных методов лечения рака не стоял на месте, а непрерывно совершенствовался и развивался, опираясь на новые научные открытия. Нобелевскую премию за химиотерапию рака вручили в 1988 году. Ее разделили 3 лауреата: американский биохимик и фармаколог Гертруда Элайон, американский биохимик Джордж Хитчингс и шотландский фармаколог Джеймс Блэк. Они нашли путь, как создавать вещества, которые будут уничтожать преимущественно злокачественные клетки. Так, в 50-х годах появились противораковые препараты на основе производных пуринов – теогуанин и меркаптопурин, похожие на нуклеиновые кислоты. Ученые не остановились на этом, они шли дальше и понимали, что очень важно в своем арсенале иметь более точные, бьющие в цель препараты. И для этого, для начала, нужно было понять, что отличает опухолевую клетку от неопухолевой, от здоровой клетки. И вот в эту сторону исследований и двинулись. И они дали основу целому блоку в арсенале наших терапевтических средств, который сейчас называется таргетная терапия. Почему таргетная? Таргет в переводе с английского — это цель. То есть это средства, лекарственные средства, которые направлены четко на свою мишень. Мы знаем, что некоторые опухолевые клетки отличаются от нормальных очень определенными перестройками. Например, какой-то генетической перестройкой, которая
обуславливает развитие этого заболевания и четко отличает опухолевую клетку от здоровой. Мы можем в ряде случаев разработать лекарственный препарат, который будет направлен четко на мишень, и мишень это будет продуктом этой поломки в генах. Так произошло с первыми таргетными препаратами, в частности, в раке молочной железы, в хроническом миелолейкозе, в раке легкого, когда стало понятно, что использование таргетной терапии может приводить к ответам на лечение просто при применении этих лекарственных препаратов. И в частности, в хроническом миелолейкозе, это один из ранних случаев применения таргетной терапии, мы увидели, что пациенты стали жить сравнимо, их продолжительность, общая выживаемость, продолжительность жизни стала сравнима с общепопуляционной. Это один из таких примеров, когда раньше заболевание было смертельным, в течение 5 лет мы теряли подавляющее большинство пациентов, стало возможным, собственно, для них жить практически полноценной жизнью, контролируя свое заболевание. И в целом, наверное, это одна из таких целей, которые существуют сейчас, перевести заболевание в контролируемое. Гормональная терапия рака появилась благодаря исследованиям американского онколога Чарльза Брентона Хаггинса. Он обнаружил, что на течение рака предстательной железы влияют гормоны. Если подавить производство мужского полового гормона тестостерона в организме пациента и использовать женский половой гормон эстроген в качестве терапии, то развитие опухоли можно приостановить. В истории 20 века более десятка Нобелевских премий присуждены за открытие и исследования в области поисков новых методов лечения, прямых или косвенных. Эффективный метод лечения лейкемии – трансплантация костного мозга – также появился благодаря работам американского трансплантолога Эдварда Томаса. Считается, что он первым в мире в 1969 году провел успешную пересадку костного мозга, за что и получил Нобелевскую премию в 1990 году. Более 100 лет ученые пытались вовлечь иммунную систему в борьбу против рака. И теперь это стало возможным благодаря открытиям американского иммунолога Джеймса Эллисона и японского ученого-иммунолога Тасуку Ходжо. Еще один вид терапии, который последний у нас сейчас появился в арсенале, так называемая иммунотерапия. Если вы следите за Нобелевскими премиями, то в 2018 году в Нобелевскую премию дали 2 ученым из Соединенных Штатов и из Японии, которые открыли и, вернее, дали основу для развития 2 групп иммунотерапевтических средств, 2 групп лекарственных препаратов, которые действуют на мишени. Это очень интересный подход. Мы знаем, что в целом существует иммунитет против опухолей, и многие из нас встречаются, на самом деле в организме многих из нас сейчас есть злокачественные клетки, мы просто об этом не знаем, потому что у нас есть разные механизмы борьбы и удаления опухолевых клеток из организма. Один из этих механизмов — это противоопухолевый иммунитет. В конце прошлого века они обнаружили на поверхности иммунных клеток особые белки, которые работали своего рода тормозами и не давали иммунным клеткам уничтожать злокачественные. Исследователи придумали, как нейтрализовать эти тормоза и разблокировать иммунные клетки больных, за что и получили Нобелевскую премию в 2018 году. Как видите, все основные методы лечения рака признаны величайшими достижениями науки. Но исследования продолжаются и приносят новые открытия уже в 21 веке. И последние достижения, которые мы видим, продвигают уже дальше иммунную терапию, продвигают клеточную адаптивную иммунотерапию, когда мы используем уже не просто лекарственный препарат, а мы берем свои иммунные клетки, мы их модифицируем определенным образом, нацеливаем их на опухоль, возвращаем их в организм человека, и эти клетки уже эффективно убирают опухолевый субстрат. И, естественно, генная терапия, которая в различных методах сейчас применяется и тестируется, которая тоже помогает очень целенаправленно уничтожать опухоль. Какие основные направления удара в науке о злокачественных клетках? Какие последние исследования представляются вам чрезвычайно важными и значимыми?
Вы знаете, я думаю, что если говорить о прогрессе в области онкологии в целом и в биологии рака в частности, то одной из важных точек отсчета является начало 70-х, когда в США была принята программа такого массивного финансирования фундаментальных исследований в онкологии. И через несколько десятилетий, примерно через 20-30 лет, результатом этой программы стало фантастический прорыв в понимании биологии рака в первую очередь, и затем появились новые лекарства. Members of the Senate, members of the House, ladies and gentlemen, we are here today for the purpose of signing the Cancer Act of 1971. And I hope that in the years ahead that we may look back on this day and this action as being the most significant action taken during this administration. It could be, because when we consider what cancer does each year in the United States, we find that more people each year die of cancer in the United States than all the Americans who lost their lives in World War II. This shows us what is at stake. It tells us why I sent a message to the Congress, the first of this year, which provided for a national commitment for the conquest of cancer, to attempt to find a cure. And now, with the cooperation of the Congress, with the cooperation of many of the people in this room, we have set up a procedure for the purpose of making a total national commitment. I'm not going to go into the details of that procedure, except to say this. As a result of what has been done, as a result of the action which will come into being as a result of signing this bill, the Congress is totally committed to provide the funds that are necessary, whatever is necessary, for the conquest of cancer. The President is totally committed. We have a presidential panel headed by Benno Schmidt, which will report directly to the President, so that the President's influence, whenever necessary, can be used to reach this great goal. And in addition to that, all of the agencies of government, the National Institute of Health, HEW, etc., are totally committed. Если на заре клинической онкологии лекарства подбирались в значительной степени эмпирически, да, то есть какие-то лабораторные эксперименты существовали, но они были несовершенны, и многие комбинации лекарств, которые потом стали стандартом лечения, они были подобраны, я не скажу, что случайным образом, да, но исходя из опыта врачей, и потом эти комбинации были опробованы в клинических исследованиях, доказана их эффективность, и они стали таким фундаментом лечения. Но вот новая эпоха, да, где-то с конца 90-х, да, и начала 2000-х, это, конечно, уже новые лекарства, они стали появляться на основе глубокого знания молекулярных механизмов, того, как функционируют белки в опухолевых клетках, как распространяется сигнал, неправильный зачастую в опухолевых клетках, и многое-многое другое. Нет такой болезни, как рак, да, и специальность онкология, безусловно, существует, но когда мы говорим о раке сегодня, мы говорим даже не о десятке и не о сотне разных болезней. Скорее всего, мы говорим о тысячах разных заболеваний, отличных по биологии, и это накладывает огромный отпечаток на то, как эта область развивается и будет развиваться. Да? Не существует и не будет существовать никогда принципиально одного лекарства от рака. Да? Будут существовать десятки, сотни разных лекарств от десятков и сотен разных вариантов опухолей. Та область, которой мы много в центре занимаемся, это область клеточной терапии опухоли. Сейчас она на слуху, потому что в этой области произошли несколько прорывных таких событий, но сама идея эта родилась
больше 30 лет назад. И больше 30 лет назад было показано, что клетку иммунной системы можно с помощью генетической модификации заставить атаковать опухолевую клетку. Но прежде чем вот этот принцип превратился в лечение, прошло еще 1 десятилетие, прежде чем стало ясно, как эти клетки генетически модифицировать в больших количествах. И еще 10 лет прошло, прежде чем были закончены эксперименты на животных. И только в конце 2010-х появились первые сообщения о эффекте у людей, первые результаты клинических исследований. И еще через 7 лет, в 2017 году, первая терапия получила доступ на рынок. Да, то есть ее эффективность была доказана, и она получила доступ в обычную медицину, если так можно сказать. А с тех пор еще 5 препаратов из этой группы. То есть путь от идеи фундаментального прорыва до реального лекарства и помощи пациентам может быть очень долгим. Какие лаборатории в мире лидируют? Проблема заключается в том, что мы не знаем, где будет успех. Да? И вот то, что мы с вами видим в виде лекарств, пришедших к пациентам, это в буквальном смысле верхушка айсберга, а подводную часть никто, может быть, кроме специалистов, никогда не увидит. Чтобы одно лекарство вышло на рынок, должны пройти сотни доклинических исследований, десятки клинических исследований разных фаз. И это в буквальном смысле как в спорте. Это гонка, это соревнование. И чтобы один препарат, одно лекарство, одно вещество выиграло, десятки порой должны проиграть. А за каждой молекулой, за каждой технологией стоят труд сотен тысяч людей и десятки миллионов долларов инвестиций. Поэтому это все очень непростой процесс, и тем интереснее следить за тем, что происходит. Если говорить о главных лабораториях, вы знаете, здесь из того, что я сказал, как раз это для меня один из самых сложных вопросов, потому что мы знаем чемпионов, да, и есть крупнейшие центры, в первую очередь крупные исследовательские центры США, знаменитые лаборатории, знаменитые онкологические центры, откуда выходит либо большинство новых молекул, либо большинство новых клинических исследований. Но мне, честно говоря, как раз кажется, что было бы не очень справедливым говорить только про чемпионов, потому что, на самом деле, из того, что я сказал, я думаю, понятно, что работа тех, кто проиграл, да, работа тех, кто в научном смысле зашел в тупик, для общего успеха она не менее важна. Да? То есть, к сожалению, мы же не знаем будущего, да, и запрограммированного успеха не существует. Для того, чтобы одна идея, один путь выиграл, надо попробовать десятки разных дорожек. Да? И я все время думаю о тех десятках, сотнях умнейших, образованных, трудолюбивых людей, которые в этой науке работают, но по стечению обстоятельств. Не потому, что они там глупее, да, иногда по стечению каких-то лабораторных обстоятельств или обстоятельств выбора, они выбрали не тот путь, который в конце концов привел к успеху. Их вклад огромный, да, и не менее важный, чем вклад тех людей, которые в результате выиграли. Каково место российских исследований на этой мировой карте? Россия свой посильный вклад вносит, но, конечно, финансирование российской науки, особенно в части клинических исследований, в части тех исследований, которые нужны, чтобы впервые попробовать лекарство у пациента, очень сильно отстает и от Китая, и от Западной Европы, и от США. Поэтому, на мой взгляд, наш вклад пропорционален тем силам и средствам, которые мы вкладываем в эту область. Часть 2. Истории пациентов. С какими трудностями вы столкнулись во время лечения?
the psychological aspect of it, the wondering and knowing if it's ever going to go into remission, and I asked if there was somebody that could help me with that, and the suggestion came to talk to a psychiatrist, and in that time I was taught about visualization, finding a safe place, which I got to set up myself. And that safe place was a place that when things got very difficult and on a mental, psychological level, I was able to go to this place and have that place be some solace, some gravitas of memories of when I was not in the cancer, and that was a huge help in arriving at that. The rest was really a pragmatic, tried and true test of what had come before me medically, and then given to me as a process of healing. Самое сложное, наверное, было вот этот, я везде сейчас говорю, очень важно, в какое информационное поле ты попадаешь. И я попал в хорошее. То есть я начал изначально, все же гуглят, а в интернете же плохой итог. Там всегда нагуглишь себе что угодно. А я прям запрос делал, победил. Вот победил. Мне в этом плане повезло, я попал на страничку Алексея Лихарева, он в Инстаграме Берцерк, он после лейкемии 15 лет. И у него на YouTube-канале был ролик «Как пробежать легко 80 километров». Я такой думаю, в смысле? После вот этого всего. А позавчера мир вообще перевернул. Парень, который в 2019 году победил онкологию и позавчера взял олимпийскую медаль. Вот, это очень круто. И вот такими вот примерами скоро стереотип вот этот, что рак приговора, он будет развеян. Часть 3. Чем раньше, тем лучше. Конечно, еще очень многое нам предстоит открыть. Но уже сегодня ситуация с диагностикой онкологических заболеваний разительно отличается от недавней. Теперь в распоряжении врачей анализа крови и других биологических жидкостей, биопсия, рентген, магнитно-резонансные компьютерные томографии. Но насколько доступна ранняя диагностика рака в России и что в целом человек должен об этом знать? Ранняя диагностика в России доступна на самом деле во всем необходимом объеме. Скорее, проблема не в доступности, а в том, что, к сожалению, наши пациенты просто не ходят на те обследования, которые было бы неплохо делать. По разным причинам. Некоторые просто не владеют информацией о том, что было бы неплохо сделать, для чего это нужно. Я же себя хорошо чувствую, зачем мне там идти делать колоноскопию или гастроскопию. Далеко не все женщины соблюдают рекомендации, посещают гинекологов, маммологов. То есть проблема не в доступности, проблема в непосещаемости. Какие тест-системы сегодня уже на выходе из лабораторий разработчиков? Огромное достижение нашей системы здравоохранения, что наконец-то мы вводим официально секвенирование нового поколения в качестве метода диагностики. То есть теперь это медицинская услуга, которая может быть оказана пациентам. И этот очень большой шаг дает нам возможность надеяться, что в ближайшем будущем мы сможем вывести на рынок такие тест-системы, которые помогут, с одной стороны, сказать, есть ли заболевание у человека или нет, ну а с другой стороны, делать анализ и, по возможности, если мы находим какой-то маркер, который говорит о чувствительности одного из известных препаратов, то назначать такой препарат. Возможна ли ситуация, когда люди сами смогут тестировать себя на рак, подобно тому, как диабетики контролируют сахар в крови?
Не существует универсального теста, который бы позволил нам диагностировать онкологическое заболевание. Все тесты неинвазивные, связанные с диагностикой, они определяют какой-то параметр с определенной чувствительностью либо специфичностью. То есть есть вероятность ложноположительного либо ложноотрицательного результата теста. Плюс на все параметры, биохимические, метаболические параметры организма, влияет большое число факторов. То есть есть так называемый преаналитический этап забора материала. И даже для глюкометров у нас есть определенные рекомендации, как их использовать, когда их использовать, в каком случае их использовать. В случае диагностических онкологических тестов, так как нет какого-то универсального маркера, как глюкоза, таких тестов в России, ну, мне кажется, и в мире тоже, который бы пациент мог сделать на дому, не существует. Онкологи рекомендуют посетить специалиста и выполнить не один тест, а комплекс тестов. То есть тест, который бы позволил диагностировать онкологическое заболевание на дому, это что-то, к чему мы стремимся, однако же на данный момент такого надежного инструмента, который бы любой заинтересованный смог сделать дома в какое-то разумное время и получить результат, опять же, в какие-то разумные сроки, и этот результат был бы надежным. Но, увы, у нас нет. Слово «рак» тревожит и пугает. И всех волнует вопрос, когда появится лекарство от рака. Мы уже говорили, что рак — это заболевание, которое возникает в результате поломок в геноме, которые есть в каждой клетке человека. При этом каждая опухоль индивидуальна и обладает своим набором поломок. Кроме того, у каждого из нас уникальный геном, поэтому мы по-разному реагируем на лекарственные и другие воздействия. Но за последние десятилетия врачами и учеными были созданы новые подходы, обеспечивающие новый, часто обнадеживающий результат лечения. Успешное лечение рака сегодня невозможно без учета индивидуальных особенностей пациента. Медицина медленно, но уверенно движется в сторону персонализированной. С точки зрения лечения онкологических заболеваний, за последние десятилетия у нас появился принципиально новый метод лечения, такой как иммунотерапия рака, о чем, пожалуй, сейчас говорят, наверное, уже из каждого утюга. Вернее, метод, конечно, не то, что принципиально новый, про то, что это принципиально возможно, было известно еще, пожалуй, с начала 20 века, но только в этом веке у нас появились реально работающие методы иммунотерапии рака, связанные с новыми молекулярными разработками и понимание того, как функционирует иммунная система организма, как, собственно, происходит процесс распознавания клеток опухоли нашими собственными иммунными клетками, как эти клетки уходят от контроля иммунной системы, то есть как они обманывают наш организм, чтобы выживать. И успехи в этом направлении привели к тому, что у нас появился новый класс лекарств, который позволяет успешно лечить онкологические заболевания даже в тех ситуациях, в которых еще 5, 7, 10 лет назад у пациентов фактически не было шансов на жизнь. Современные разработки направлены на выявление новых свойств опухолевых клеток с целью разработки новых подходов к терапии. Достаточно много сейчас методов разрабатывается именно иммунотерапии, применение клеточных технологий с применением Т-клеток, НК-клеток, которые применяются для усиления иммунной реакции в ответ на возникновение опухоли. С точки зрения развития за последние десятилетия, пожалуй, самое главное развитие – это, конечно, среди системного лечения. Это таргетные препараты и
иммунотерапия для пациентов, для онкологических пациентов. Я радиотерапевт, я не назначаю эти лекарства. Пожалуй, я в какой-то степени завидую моим коллегам, медицинским онкологам, которые могут назначать эти новые лекарства своим пациентам. Действительно, это прорыв в области онкологии. Те заболевания, которые еще буквально недавно мы считали, не было возможности, не было надежды их излечить, на данный момент эти пациенты живут уже годами. То есть чем больше потенциальных мишеней мы знаем, тем больше мы можем сделать. Тем больше времени, наверное, мы можем выиграть в этой борьбе. И сами технологии, которые направлены на поиски мутаций у отдельно взятого человека, они с течением времени становятся все дешевле и доступнее для широкого применения. То есть сейчас уже мы говорим о том, что мы, наверное, стоим на пороге так называемой персонализированной терапии, хотя до нее в полном смысле этого слова еще достаточно далеко, но в скором времени, благодаря именно развитию таких методов, которые направлены на поиск возможных мишеней, это станет более доступным, и мы сможем более грамотно подбирать терапию в зависимости от особенностей пациента и его опухоли. У нас уже не так мало, на самом деле, средств для лечения рака. Если мы посмотрим, это уже большой такой арсенал препаратов. И очень важным, может быть, не самым прорывным, может быть, достаточно тяжелым для разработки, но является, в общем-то, путь персонализации лечения, которым мы давно занимаемся. То есть это сопоставить индивидуальность особенности больного с индивидуальными особенностями лечения. Потому что сейчас во многом разработка основывается на основании более-менее статистических таких подходов. То есть мы нашли общую проблему для многих пациентов. Мы нашли лекарства, которые в общем действуют на эту проблему. Мы видим, что у большой группы пациентов это действительно срабатывает. На основании этого мы назначаем это лекарство всем больным. Соответственно, хотелось бы, конечно, и такие примеры есть, когда мы видим, что есть препараты для очень узкой группы пациентов, это на таргетной терапии впервые было показано, которые обладают фантастической эффективностью. Возможно, когда-то эффект теряется, но на начальных этапах эта эффективность стопроцентная. То есть вот такой подход, найти тот момент, когда пациенту нужно лечение, прилечить его ровно столько, сколько надо, и с учетом того, как изменяется опухоль, а опухоль в процессе тоже не стоит на месте и тоже подстраивается под наше воздействие, добиться каким-то образом ситуации, которая как раз показала уже иммунотерапия, что мы можем лечить коротко, но при этом эффект будет сохраняться очень долго, десятилетиями фактически, даже от 3 месяцев лечения есть такие наблюдения, то вот как-то соединить эти подходы, это будет, наверное, наиболее оптимально для пациента. Потому что тогда мы действительно будем подходить гораздо более индивидуально к лечению. Наверное, его эффективность, как мы надеемся, будет выше. Арсенал онкологов непрерывно пополняется новыми средствами. Теперь в руках онкологов есть не только хирургический, но еще лекарственный и генетический скальпели, позволяющие работать с отдельными клетками. Сегодня диагноз «рак» перестает быть приговором. Расскажите о том дне, когда выяснилось, что болезнь отступила. It was the day it was exact as the treatment was finishing. We had a blood test and they said, "You're fine." And it was just very simple. It wasn't an epiphany, but it allowed me to come to Maui and start my yoga practice because my body had atrophied, lost all my hair. My body had atrophied to a skeletal kind of state. And I went and sat at a yoga room very close to where I am right now. And my teacher said, "Just sit and watch." And I sat for 3 days and she said, "Now begin."
So I watched all the students and I learned from the students the practice, and within 3 months I'd purged all the chemicals, and my body was back to a normal state. And then I went off to do another movie. And the Oscar goes to Dennis Gassner for Bugsy. Августа 2019 года я ушел в ремиссию. Это день рождения второй. По эмоциям, да я не знаю, мы постепенно к этому шли. Да когда Ольга Александровна сказала моей маме: вы не беспокойтесь, выйди своими ногами, я уже тогда знал, что я выйду своими ногами. У меня мама до сих пор этот момент помнит. Я когда говорю Ольга Александровна, она вспоминает лягушонка и вот эту фразу. Ну и все. Я как-то в процессе не ловил на мысли, что я там болею. Просто такой период, надо на Капельнице поездить, потерпеть и так далее. Глава 3. Часть 1. Что за этим стоит? Все мы уповаем на науку, ждем от нее мгновенных решений, но даже не можем представить, как сложен и долг путь нового лекарства от лаборатории к пациенту. Разработка лекарственных препаратов — это многоэтапный процесс. В среднем он занимает от 10 до 15 лет и стоит от сотен миллионов до нескольких миллиардов долларов США, в зависимости от того, какой объем исследований необходим для того, чтобы этот лекарственный препарат довести до клинического применения. Все начинается с идеи, с фундаментальных исследований, где изучается биология опухоли, где мы стараемся найти потенциальные мишени для лечения. Затем мы ищем препарат, который будет эффективен в рамках той концепции научной, которую создали изначально. Затем этот препарат заходит в многолетний цикл доклинических исследований, где он изучается на клеточных линиях, на различных животных моделях. И мы понимаем, во-первых, насколько он эффективен против болезни на ее модели, и, во-вторых, мы пытаемся предсказать в какой-то степени и понять, насколько он будет токсичен. Общий процесс изучение препарата в клинике занимает порядка 5-6 лет сейчас, а суммарно с доклиническими исследованиями это порядка 10 лет на один препарат. Финансирование осуществляется на ранних этапах грантами, фондами, различными институтами, если мы говорим о академической науке, либо фармацевтическими компаниями на всех этапах, начиная с молекулы и заканчивая уже клиническими исследованиями. Стоит это очень дорого, начиная от миллионов и приближаясь к миллиарду. Есть разработки, которые стоят миллиард. Но разрабатывать препараты крайне выгодно, и если мы говорим о фармацевтических компаниях, они готовы тратить деньги на эти разработки. Но если мы говорим об академических центрах, то они тоже готовы тратить деньги на эти разработки, понимая, что вклад в общее здравоохранение велик, и они готовы терять эти деньги. The nature of drug discovery is an art and a science. And I think most people don't appreciate the fact that for every pharmaceutical that is approved, there may have been 10,000 or even upwards of 100,000 compounds tested to get to the point of having the single pharmaceutical. And there may be circumstances where the compound is effective in the animal model, and then very cautiously and after safety screening, toxicology screening, it makes its way to human patients. And the way the human body responds is very different than the way a non-human body is going to respond, or a tumor in a mouse may respond very differently than that same
tumor or what we believe is similar tumor in a person. So the rate of attrition is massive. We are really looking at a fraction of a percent of possible or hopeful compounds are going to actually make it to treatment. And this ends up being years of laboratory research involving countless people on using the highest tech available equipment. So the process of just determining whether or not we have a viable product possibility, we've already spent hundreds of millions of dollars. Именно объединяя усилия, опыт и идеи, можно наиболее эффективно изучать, создавать и разрабатывать совершенно новые подходы к диагностике и лечению онкологических заболеваний. Онкология — это не наука одной страны. Онкология — это сейчас та сфера, к которой приковано самое пристальное внимание ученых, врачей, общественности в самых разных странах, и поэтому наиболее сложные проблемы, они решаются совместно в рамках кооперативных исследований, в рамках обмена информацией. И, к счастью, как правило, те исследования, допустим, которые проводятся в других странах, те препараты, которые разрабатываются в других странах, очень быстро становятся доступны и в нашей стране, и это не может не радовать. Потому что сейчас та терапия, та современная терапия, которая доступна в других странах, практически в полном объеме доступна и в России. Российские препараты, как правило, это то, что называют не оригинальными препаратами, а дженериками. В российской медицине очень часто используются российские дженерики и биоаналоги. Действительно, здесь мы, можно сказать, на передовой. Созданы различные препараты различных групп, препараты химиотерапии, биоаналоги, моноклональные антитела, которые повторяют оригинальные западные препараты. Это важно, это снижает стоимость лечения и повышает доступность российских пациентов к лечению. Но если мы говорим об оригинальных препаратах, то, к сожалению, в России можно по пальцам пересчитать оригинальные противоопухолевые препараты, которые разработаны здесь и не имеют аналогов за границей или имеют приблизительные аналоги. С чем это связано? Почему в России мало оригинальных препаратов? Во-первых, прошло мало времени. Советский Союз не занимался, по-честному, разработкой новых препаратов в онкологии. И, в принципе, в то время препараты совсем слабо разрабатывались и в мире. Новые тенденции появляются сейчас. И, соответственно, нам нужно время. Второе, российской науке нужны деньги. Если в Соединенных Штатах на разработку препарата выделяется $6 миллиардов, то это бюджет всего здравоохранения Российской Федерации. Доля науки в этом совсем невелика. Нету денег на науке, не будет новых препаратов. Мы должны это понимать. Корреляция уже доказана во многих исследованиях и во многих странах. Ну и, наконец, третье, это, в принципе, политика по заимствованию. Возможно, нам не нужны российские препараты. Западные препараты весьма эффективны. Поэтому кто-то скажет, зачем нам нужны наши, если есть фармкомпании-гиганты, которые успешно справляются с этой задачей. Я бы с этим поспорил и верю в то, что к 2036 году появятся российские препараты. Но подвижки есть. Существуют российские препараты в клинических исследованиях. Это поддерживается институтами, например, институтом Сколково, фондом Сколково. И несмотря на критику этого фонда, это очень важное начинание, требующее продолжения. В какой поддержке нуждаются эти исследования? Ну, исследования нуждаются, конечно, и в финансовой поддержке, и во многом в части регуляторной поддержки, потому что правила определяются именно требованиями регулятора на той территории, на которой мы находимся. И не всегда эти требования совершенны.
многие требования просто не успевают за развитием современных технологий, и если их не оптимизировать, то они будут, собственно говоря, нас тормозить, и мы будем отставать от остальных. И мы, конечно, работаем над тем, чтобы как-то попытаться это усовершенствовать. Но, тем не менее, это такая проблема, требующая затраты существенных сил. В каких областях мы пока не добились успехов? Как много еще предстоит узнать? Одна из таких областей в онкологии, где мы не добились успеха, это рак поджелудочной железы. К сожалению, все попытки повлиять на эту опухоль оканчиваются неудачей, что влияет на продолжительность жизни пациентов. Есть другие опухоли желудочно-кишечного тракта, для которых тоже прогноз, к сожалению, не очень хорош. Но нужно время. Много препаратов сейчас изучается и для этих опухолей. Когда-то рак почки тоже был агрессивной, неизлечимой опухолью. Когда я начинал свой путь в онкологии, продолжительность жизни больных с метастатическим раком почки составляла 4-6 месяцев. Сейчас, спустя 15 лет, продолжительность жизни этих больных составляет 5 лет. То есть мы прибавили в 5 лет продолжительности жизни пациентов с плохим прогнозом. Самая тяжелая категория пациентов. Соответственно, нужно время и нужна вера. Узнать предстоит еще очень много. Существует довольно большое количество опухолей, которые широко распространены. Такие заболевания мы еще называем социально значимыми, потому что их много. Но остается за кадром огромное количество заболеваний онкологических, о которых известно очень мало. Мы не знаем, откуда придет новый прорыв в онкологии, но уверены, что наука в целом и медицина в частности не должны иметь географических границ, как невозможно прекратить круговорот знаний в научном сообществе. Часть 2. В центре науки. Что нам позволяет увидеть этот мир, неразличимый невооруженным глазом? Перед вами рисунок Роберта Гука, английского естествоиспытателя и изобретателя. В объектив его микроскопа попал срез пробки. Он увидел правильно расположенные пустоты, похожие на пчелиные соты. Позднее такие же ячейки он нашел не только в отмершей растительной ткани, но и в живой. Гук назвал их клетками и вместе с полусотней других наблюдений описал в своей книге «Микрография». And he showed people what things looked like in a microscope. People had no idea that there was a microscopic world. You know, we've only always used our eyes to see the world around us. Now, all of a sudden, people saw things they had never seen before. And his microscope only had 20 times magnification. And in those days, when you were a microscopist, you had to be able to draw, you had to be a good artist because there were no cameras. Cameras only came to microscopes about 50 years ago. So you had to be an artist as well to draw what you did. So he was a really good artist and a really good scientist. And he showed people what fleas looked like and ants and the bee's eye and flowers and stuff that people had no idea that there was this microscopic world. And it pretty much blew the mind of everybody, especially one guy called Leeuwenhoek. Anton van Leeuwenhoek from Holland. Robert Hooke was from England. Leeuwenhoek developed this little tiny handheld microscope. It's a little tiny thing with a little tiny lens the size of a drop of water. And it had a little pin on it, and you'd put the specimen on the pin, and you'd hold it up to his eye, and he could get 200 times magnification instead of 20 times magnification. And he discovered blood cells and sperm and microorganisms and things that nobody had any idea that they existed. I mean, imagine that people thought blood was a liquid. Well, it turns out to be blood, you know, red blood cells and white blood cells. Imagine seeing sperm for the first time. They looked like little things running around. That would have been quite a shock, I would think. So all of a sudden, people saw a part of the world they had no idea that existed, and then for the next 200 years, and I don't understand why this is, no one ever used a microscope in science. But it wasn't until about 1850, the guy named Virchow in Germany started using microscopes to look at tissues of people who were sick. And he discovered that you could use a microscope to tell what kind of sickness somebody had.
They could look at the cells, they could look at the blood, they could look at the tissue and compare it to normal tissue compared to diseased tissue. And all of a sudden there was this tool to tell exactly what kind of disease somebody had. So this is the beginning of something called pathology. So this guy Virchow was, also Schleiden and Schwann, a couple of other German guys, they developed this idea that you could use a microscope to diagnose diseases. And that, of course, completely changed biology and medicine. You know, microscope is still the icon. You talk about science, they show a picture of a microscope. Жизнь начинается с клетки, и ответы на все вопросы надо искать именно в ней. Да, мы многое знаем о ее структуре, функциях, ее органеллах. Расшифровали геном, который хранится в ядре и управляет ее жизнью. Но мы не знаем еще очень многого. И пока не узнаем, мы победим многие болезни, не только рак. Как изменилась ваша жизнь? Ну, наверное, я теперь знаю, что я хочу. Вот и куда двигаться, и что я делаю, и для чего я делаю. Раньше все как-то размыто было. Ну, как и знаете, живешь там, планируешь на месяц, там, что-то. А сейчас прям делаешь все. Не летаешь там, себя. Самое главное, себя не обманывать, все. Вот я стараюсь себя не обманывать. It's like any journey, you know, you go on that allows you to reflect on who you are as a young person and then projecting into who you are going to be in the future. And so I've found I found out who I am, I think, through that experience more than anything. I think that's part of any journey. And, you know, I've been a big believer that fate is part of life and you take what comes to you. I learned that I will learn how to manage stress much better, which I have in the last 25 years, and become more at peace with myself in that. But I realize I still have to do the hard work of yoga, because yoga is a cellular reproducing practice, and you want to keep that motion within yourself, so that you can have the strength for whatever comes to us. So it's a combination of the physical strength, but also the mental strength. Что вы могли бы посоветовать тем, кто проходит через это? Ребята, ищите верное информационное поле. Если вы хотите что-то найти в интернете, ищите позитив. Ну, люди, которые созидают. Если же вы хотите закопаться, прям вбивайте «умер» и туда же, можно туда же двигать. Но да, интернет 100% мы туда попадаем, но запросы должны быть победа. Терпеть, за любой черной полосой наступает белая. Вот. И таких людей очень много. Я знаю, наверное, сотни людей, которые сейчас в такой мощном спортивном, как сказать, находятся режиме. Мне вот даже кажется, что я физически намного сильнее, чем был до болезни. Listen to yourself and find the best team of people around you that can give you the best advice. Learn as much as you can. I read a lot about it. Some was relevant, some wasn't. It's a great metaphor for life. You know, you try and find what works for you as an individual. And everything that I've already talked about, I think is relevant to examine. But you still have to live your life. And
take that on board to enjoy the experience, even though it's painful, because it is you. Эпилог. А настанет ли день, когда рак будет полностью побежден? Конечно, настанет. Нет. Да. Нет. Я думаю, да. Well, Этот день настанет. I don't think so. I think we have to discuss, we have to agree what is defeated. You know, is there going to be a day when nobody gets cancer? That's extremely unlikely. We can defeat cancer, and we are defeating cancer in a variety of ways. But it's never going to be that people don't get cancer. That's an unrealistic thing because, as I mentioned, most cancers occur by chance. You know, the replication of DNA is fundamental to life. And to the extent that mistakes that are made in replicating DNA are the fundamental and major cause of cancer, you know, cancer is always going to be with mankind, but it doesn't have to be killing people. Меня все-таки это наводит на мысль, что онкологическое заболевание – это не кара Божия и не случайность, это некоторое продолжение биологии человека. Соответственно, чем большего мы будем добиваться с точки зрения продолжительности жизни человека, тем чаще мы будем сталкиваться со злокачественным преобразованием. I think there will be a point where we understand enough about biology to seize control of unregulated cell growth. That it's inevitable that we will find a way to do it. Иммунотерапия точно будет продолжать свое развитие, и мы здесь точно будем... Здесь есть большие возможности. И, пожалуй, иммунология – это единственная область, где мы можем что-то улучшить не потому, что мы создали что-то лучшее, что создала природа, а потому что мы научились убирать те механизмы, которые опухоль придумывает, чтобы обмануть иммунную систему. Будет длительная борьба, длительная война врачей и пациентов против онкологии. Мы уже видим прогресс для рака молочной железы, для рака предстательной железы, для меланомы. Рак легкого, который казался вообще опухолью, к которой невозможно было подступиться. Сейчас эти пациенты живут и имеют сокращение опухолевой массы на терапии. Я верю, что благодаря современным технологиям мы научимся решать эту проблему. Современные достижения, они уже говорят о том, что большинство онкологических заболеваний удается уже сейчас вылечить, и эти заболевания больше не возвращаются к пациентам. И это то, над чем мы работаем каждый день. Без этой надежды и без этого стремления наша работа не имела бы смысла. Рано или поздно рак будет побежден. Мы верим в науку. Она не раз доказывала свою силу. Но не все зависит от науки. Многое зависит и от нас самих. В каждом звучит музыка. Музыка клеток. Прислушайтесь к ней и позаботьтесь о музыкантах, о клетках своего организма. Дайте им правильную пищу, кислород, движение. Дайте им светлые мысли и добрые чувства. И тогда оркестр из ваших клеток сможет звучать гармонично. А все остальное сделает наука.